Здравствуйте, дорогие радиофобы и радиофилы! Продолжаем проект «Радиоактивные материалы» о радиоактивных предметах, которые можно неожиданно встретить в самых неожиданных местах. Множество людей сейчас покупают товары на китайской торговой интернет-площадке AliExpress. Цены там весьма гуманные и выбор огромен. Но всегда ли такие покупки безопасны? Вы, наверное, помните два моих ролика о ториевой ручке и радиоактивном медальоне. Сейчас я более основательно прошерстил Али и нашел целую подборку предметов с повышенным радиационным фоном. Все их объединяет словосочетание «скалярная» или «квантовая энергия», которая встречается в описании. Что такое скалярная энергия, толком никто не знает, но, видимо, что-то научное и полезное. Сейчас я покажу вам эти самые скалярные артефакты. Началось все с того, что на одной из таможен сработал датчик радиации. В нескольких посылках обнаружили больше 1000 радиоактивных предметов, которые, как явствует из описания, были защитными наклейками для телефонов. Одна из подписчиц моего канала любезно предоставила мне для съемок образец этих наклеек, за что я ей безмерно благодарен. Итак, квантовые защитные наклейки для сотовых мобильных телефонов, которые предохраняют владельца от вредного электромагнитного излучения. $8 с бесплатной доставкой. Годится. Получите и распишитесь. Дошло без проблем. Кстати, обратите внимание, коробка практически такая же, как у ториевого медальона, который я уже упоминал. Одна фирма, один дизайн. Коробка из качественного толстого обклеенного картона. Добротная работа, серебряное тиснение. Японские технологии, квантовая наука, биотехнологические компьютерные энергетические программы, квантовая энергия для максимальной производительности. Уверен, домохозяйки будут в восторге. Радиоскан по гамме на поверхности коробки совершенно спокоен. Никаких признаков повышения фона. Вот они, волшебные наклеечки. Магический рисунок, который, видимо, призван защищать от электромагнитного излучения. Диаметр 28 мм. Вес 1,5 грамма. Измеряем гамма и бета условно. Всего-то ничего. Около 30 микрорентген в час. Мизер. Посмотрим, что покажет вся кучка сразу. Около 38 микрорентген в час. Не намного больше. Вопрос может решить только спектрометр. Еще раз спасибо Максу за прибор. Ага, есть. Это торий. Смотрите, основные пики на 238 и 583 кева хорошо видны. Сравните с образцовым спектром тория. Это определенно торий-232. Один в один. Сейчас распотрошим этот стикер и посмотрим, что внутри. Так, ну с обратной стороны бумажка-наклейка. Это понятно. Интересно, фонит пластмасса или пиктограмма? Нет, у пластмассы фон не повышен. Теперь фольга. Фольга тоже неактивная. Разбираем дальше. Это защитная бумажка. Точно. Ого! От нее повышенный фон. Около 80 микрорентген. Вот где содержится фонящий изотоп.
Итак, мы с вами установили, что в этих стикерах содержится микроколичество тория-232. Излучение от них мизерное и никакой опасности для здоровья не представляет. Впрочем, как и не защищает от излучения телефонов. Можете носить их просто как бижутерию на телефоне. В дебрях Алиэкспресса наткнулся вот на такие чудесные карточки. Тоже полны скалярной энергии и излучают полезные ионы. По одной не продавались, пришлось взять 15 штук сразу. По заверениям продавца, помогают сохранить хорошее самочувствие, лечат болезни, убирают неприятные запахи, устраняют вредные бактерии и токсины, стимулируют рост растений и многое другое. Достаточно просто носить это чудо в кармане, и вы бодры, здоровы и защищены. Да, если бы этих карточек было в 2 раза больше, детектор радиации на таможне запросто бы их обнаружил. 80 микрорентген по чистой гамме. Вот они, 15 чудодейственных артефактов, каждый в своем пакетике. Внешне похоже на обычную банковскую карту. Изготовлена из прочного гибкого пластика. Биоэнерджайзер. Биоэнергетическая карта. Излучает инфракрасные лучи и отрицательные ионы. Вот уж действительно чудо. Я всегда считал, что инфракрасные волны только нагретое тело излучает, а оно вон как. Замеряем всю кучу гамма плюс бета условно. О, это уже интереснее, чем наклейки. 400 микрорентген в час. А одна карточка около 190 микрорентген в час. По традиции засунем в спектрометр. На спектре опять торий-232. Смотрите, вот спектр тория, а вот спектр карточек. Все пики полностью соответствуют торию. Спектр тория и спектр карточек. Торий-232. Вскрытие обязательно. Посмотрим, что там внутри. Похоже, что это цельный пластик, и расслоить его не удастся. Зато можно порезать его на мелкие кусочки и из одной карточки сделать компактный и достаточно мощный источник для проверки дозиметров. Итак, мы с вами выяснили, что никакой скалярной энергии и инфракрасного излучения от этих карточек нет. А есть слабый гамма-бета-фон. Существует теория, что небольшие дозы радиации оказывают на организм стимулирующее воздействие. Но я не берусь рекомендовать вам ношение этих карточек для улучшения физического состояния. Только на свой страх и риск. Вот еще один медальон, обладающий целебной скалярной энергией и излучающий волшебные отрицательные ионы. Я купил его и подверг исследованию с пристрастием. До боли знакомая коробочка. Снова та же фирма. Открываем. Внутри медальон со стеклянной вставкой и пиктограммой. Даже цепочка к нему есть. Кругляш в металлической оправе диаметром 41,5 мм. Вес 22,4 грамма. Посмотрим внимательно. Прозрачное стекло, достаточно грубая и неровная штамповка. Цвет стекла зеленоватый, что наводит на некоторые мысли. Надо подсветить ультрафиолетом. Так и есть. Характерная зеленоватая флуоресценция. Это урановое стекло. Не знал, что китайцы его тоже делают. 800 микрорентген в час гамма плюс бета условно. Весьма активное урановое стекло для такого маленького изделия. Для очистки совести засунем в спектрометр. А тут меня ждал настоящий сюрприз.
Я думал, будут характерные гамма-линии урана на спектрограмме. А получил совсем не уран, а торий. Удивительно. Я не буду сейчас вдаваться в подробный анализ пиков, просто посмотрите. Это спектр гамма-линий медальона. А вот спектр гамма-линий чистого тория. Не правда ли, один в один? Еще раз. Это медальон, а это чистый торий 232. Без сомнения, это он и есть. Для примера посмотрите спектр настоящего уранового стекла. Вот он. Сравните со спектром медальона. Совсем другая картина. В медальоне явно не урановое стекло. Неожиданность так неожиданность. Ториевое стекло. Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Но что более удивительно, оно внешне очень похоже на урановое и обладает характерной зеленой флуоресценцией. Загадка? Кто знает, в чем тут дело, welcome в комменты. Я в замешательстве. Да, и носить такой медальон я бы не рекомендовал. Все же активность достаточно высокая. Кто знает, кому как придется. Последний экспонат на сегодня. Биодиск здоровья. Тоже битком набитый скалярной энергией и отрицательными ионами. Состоит из 13 природных инженерных минералов. Обожаю эти русские переводы на Али. Целительная сила огромна, начиная с увеличения срока годности овощей и заканчивая омоложением всего организма. Коробка подкупает своим качеством и основательностью. А вот и он сам. Стеклянный диск с резиновым кольцом. Кольцо убираем. Диаметр 89 мм. Диск слегка вогнутый, с концентрическими рифлеными гранями. В середине отверстие, чтобы лить сквозь него воду, которая заряжается чудесными полезными ионами. Цвет стекла зеленый, но скорее похож на бутылочный. «210 микрорентген гамма плюс бета условно. Не такой злой, как медальон, но все же. Возможно, на камеру не очень хорошо видно, но он также ярко светится зеленым. Однако мы уже научились не доверять своим глазам, и поэтому ложим в спектрометр. Сейчас посмотрим, какие там 13 инженерных минералов». Так и есть. Опять торий 232. Снова ториевое стекло. Ох и любят его китайцы. Сравниваем с образцовым спектром тория. Да, это он. Торий 232. Я хотел было поместить 2 этих экземпляра в свою витрину с урановым стеклом. Но теперь даже не знаю. Однако ториевое стекло – это тоже интересно. Уверен, что данный диск не обладает теми целительными свойствами, которые ему приписываются. Это, видимо, из той же серии, что магнитные стельки и медные браслеты. Однако, как радиоактивный артефакт, он представляет собой некоторый интерес. Тем более о ториевом стекле я раньше никогда не слышал. Всем спасибо за внимание. Отдельная благодарность спонсорам. Надеюсь, радиофобы предупреждены, радиофилы удовлетворены. Оставайтесь на канале.